Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре новый проектор Twinger H5. Примечателен он тем, что это один из самых недорогих Full HD проекторов из Китая. Для своей цены в 9000 рублей аппарат получился довольно интересным. За эту стоимость мы получим хорошую насыщенную картинку в 100 дюймов, хорошую цветопередачу и гамму с деталями в цветах и в тенях, а также интересный и компактный дизайн. Внешне он мне напомнил недавнюю успешную модель Changhong C300, который очень удачно выступает в своей категории и обзор на который выйдет на канале в ближайшее время. Проектор Twinger H5 выступает в том же классе, что и Twinger L7, когда размеры немного больше 720p проекторов, при этом он более компактный, чем полноразмерные Full HD собратья. Эта особенность многим придется по вкусу, ведь более компактный и легкий проектор более мобилен. С другой стороны, встроенный плеер не поддерживает AC3, поэтому для просмотра контента нужен будет внешний плеер, стик на Android или TV-Box. Проектор идет в коробке серого цвета, внутри он зафиксирован и защищен. Внутри находится сам проектор, шнур питания, кабель для подключения видеосигнала AV, кабель HDMI, пульт дистанционного управления, батарейки в комплект не входит, салфетка для ухода за оптикой и инструкция. Проектор довольно симпатичный, белый цвет впишется в любой интерьер. На передней панели расположен объектив, съемная крышка и первый датчик инфракрасного порта для пульта дистанционного управления. На верхней панели проектора находятся кнопки органов управления. Есть индикатор режимов работы проектора. Кольцо регулировки фокуса и Кейстона находятся на боковой панели проектора. Ход у колец плотный, регулировать наклон проекции у фокуса удобно. Проектор рекомендую располагать перпендикулярно проекции, чтобы получить максимально четкую картинку. Здесь же располагается съемная решетка системы вентиляции, за которой находится пылевой фильтр. На противоположной стороне располагается выход АВ и выход на наушники. На задней панели проектора находится второй порт для управления с пульта, два порта USB и вход HDMI. Здесь же решетка вентилятора на выдув и штекер для подключения шнура питания. Пульт у проектора компактно и удобно, работает от двух мизинчиковых батареек, все основные функции присутствуют. Технические характеристики проектора Twinger H5. Проектор выполнен на технологии 1LCD, разрешение матрицы 1920 на 1080 точек, яркость порядка 300-350 ансилюмен, что достаточно для комфортного просмотра контента на диагонали в 100 дюймов. Сам проектор довольно компактный, размерами 23 на 19 см и высотой 12 см. Масса проектора составляет 1,5 кг. Шум проектора вплотную составляет 48 дБ. На расстоянии полуметра от проектора 34 дБ, а на расстоянии 1,5 метров от проектора шум составит 32 дБ. Данные показатели шума в пределах нормы для этого класса проекторов. Тембр шума не раздражает и легко перекрывается встроенным динамиком. При подключении внешней акустики шум работы проектора становится незаметен. Теперь посмотрим на меню проектора. Оно стандартно для такого типа устройств. Встроенный плеер позволяет смотреть видео, устраивать слайд-шоу из картинок, прослушивать музыку или читать текст. Базовый плеер не поддерживает кодек AC3. Настройки проектора типичны и совпадают с другими такими же моделями на 1LCD. Есть функции выбора картинки, 3 режима яркости, цветовая температура оттенка картинки, соотношение сторон проекции, шумоподавление, переворот картинки и возможность уменьшить проекцию. Есть еще закладка звук, таймер и технические настройки проектора, где можно изменить язык, посмотреть актуальную версию прошивки или установить новую. Кстати, о прошивке. До недавнего времени у проектора были проблемы с воспроизведением видео из-за неправильной синхронизации. В последней версии прошивки этот недостаток исправили. Теперь картинка на 60 Гц плавная, без стиринга и пропуска кадров. Прогнал все тесты, пока тестировал прошивку, и они подтверждают этот момент. Теперь видео в 25-30 fps и в 50-60 fps плавное, можно спокойно играть в игры. Кстати, прямо сейчас наглядно можно посмотреть разницу работы игр в 30 fps и на 60 кадрах в секунду на примере серии Assassin's Creed. Как вы сами можете видеть, на 60 fps идеально плавная картинка. Перейдем к тестам на примере изображения Бурож. Диагональ проекции 95 дюймов, это порядка 240 см. На расстоянии от проектора до экрана 280 см.
Посмотрим на тест равномерной заливки однородным цветом по экрану. На белом мы можем наблюдать виньетку, это затемнение по углам кадра, а также уход белого в желтый по двум сторонам проекции. Этот момент появился в силу недорогой оптики, небольшого диаметра и малых габаритов проектора. В силу этих же причин яркость в центре выше, чем по краям. Это заметно в основном при просмотре равномерной заливки всей проекции белым цветом. При просмотре обычного контента этот момент незаметен и не бросается в глаза. Это цена невысокой стоимости аппарата относительно полноразмерных Full HD собратьев. Цвета у проектора яркие, черный можно настроить насыщенным или сохранить детали в тенях. Девушки смотрятся хорошо, кожа выглядит несколько загорелой, при желании можно снизить цветовую насыщенность. Теперь по резкости. Ее достаточно, чтобы читался текст по всему полю кадра. По углам немного подмыливает, но текст будет читаться как в браузере, так и на любом другом контенте без проблем. Картинка у проектора достаточно резкая. Для фильмов рекомендую снизить параметры контурной резкости, заодно и цветовую насыщенность немножко прибрать. Девушки с параметром цвета на 50 несколько перенасыщены. Кому критично, можно снизить параметр цветности. Картинка с ветками без сильных артефактов, но контурную резкость можно немного уменьшить. Ресницы на картинке с глазиком выглядят детальными и хорошо различимы, как и мелкие волоски на носу. Оттенки перехода тона кожи плавные, пересветов и потери деталей в цветах нет. По птичке тоже все хорошо, оперение выглядит детально. На таблице с градациями яркости и контраста видно, что проектор показывает детали как в цветах, так и в тенях, как это было в недавнем обзоре проектора Twinger X21. При желании можно настроить более глубокий черный, как в большинстве 1LCD. Далее идут домики, картинка выглядит детализированной. По девушке видны детали в тенях, которые обычно уходят в завал и сливаются с черным. Теперь мы перейдем к тестам YouTube и плавного видео в 60 fps. После установки последней прошивки картинка плавная, достаточно яркая и четкая, цвета насыщенные и адекватные. В картинке чуть-чуть больше красного оттенка. Картинка комфортная, 100 дюймов можно смотреть без усталости для глаз. У проектора Twinger H5 гамма очень похожа на ту, что была у проектора X21, когда сохранились детали в цветах и в тенях. У многих 1LCD черный завален, и часть деталей картинки вы не увидите, особенно это становится заметно в темных фильмах и во многих современных играх. Здесь же, как и у X21, нет проблем с отображением деталей в тенях и в темных сценах. Это идет в плюс этому проектору. А в совокупности с насыщенной картинкой, яркими цветами, самой выгодной ценой и компактными размерами, делает этот проектор очень выгодным приобретением в качестве первого домашнего проектора. Картинка идеально плавная на 60 Гц. В сочетании с большой диагональю это еще сильнее погружает зрителя в происходящее на экране. Проектор Twinger H5 воспроизводит тестовые ролики с YouTube в 60 fps на отлично, передавая всю гамму цветов и оттенков и сохраняя высокую детализацию по центру кадра. Здесь отлично выглядят как животные, так и панорамные кадры. Матрица Full HD делает свое дело, выводя более выигрышную картинку на большой диагонали в сравнении с 720p проекторами. Оттенки кожи проектор продает верно, хотя и с небольшим добавлением красного. Ранее проектор сваливал красный в оранжевый, и кожа смотрелась не всегда реалистично. С последней прошивкой этот недостаток по цветопередаче поправили, и теперь все цвета выглядят более-менее естественно. Одежда и украшения людей смотрятся хорошо. Проектор справляется как со светлыми, так и с темными сценами, сохраняя детализацию благодаря правильно настроенной гамме. Как уже говорил, любители сверхчерного 1LCD могут добавить себе контраста и получить глубокий черный ценой потери некоторых деталей в тенях, либо смотреть сбалансированную картинку. YouTube на проекторе Twinger H5 показывает отлично. Переходим к тестам на примеры фильмов и игр. Сейчас вы можете видеть, как выглядит интерфейс консоли Xbox One S и Microsoft Store. Весь текст читаем, без проблем можно играть в игры и читать субтитры или информацию по играм в магазине. Небольшое замыливание в углах присутствует, но это не мешает чтению текста и характерно для всех 1LCD проекторов с похожими размерами корпуса и оптики. Начнем мы с Burnout Paradise Remastered, портированный с поколения Xbox 360 и PS3. Игра работает в нативном Full HD на 60 кадрах в секунду. Картинка отличная, все плавно, детализация очень хорошая даже на скорости, дорогу видно хорошо, все элементы интерфейса хорошо читаются. Гонка, проходящая в ночное время суток, выглядит отлично, играть комфортно благодаря правильно настроенной гамме. В дневное время суток в игре тоже все отлично видно. Сама игра является последней в серии Burnout.
новых частей не выходило уже более 10 лет. Это одна из лучших гоночных игр с авариями, открытым миром и одновременным участием автомобилей и мотоциклов, и, конечно же, отличным саундтреком. А вот уже знакомый зрителям моего канала Rayman Legends для Xbox One. Отличный платформер как для одиночной, так и для коллективной игры с детьми в кругу семьи. Яркий, озорной, отлично прорисованный, с множеством разнообразных уровней задач. Этот платформер придется по вкусу многим игрокам и заслуженно получает высокие оценки игроков и журналистов. На проекторе Twinger H5 эта игра на последней прошивке идет отлично. Скроллинг картинки плавный, детализация высокая, цвета яркие и насыщенные. Картинка радует глаз и оставляет приятное впечатление. Спортивный симулятор бокса от Electronic Arts Fight Night Champion хорошо демонстрирует работу проектора на темной картинке. Проектор хорошо передает детали в тенях, яркий освещенный ринг, где происходит основное действие, и приглушенное освещение в темном зале с болельщиками и зрителями. Эта игра одна из лучших симуляторов бокса для Xbox 360, отлично работает по программе обратной совместимости на Xbox One. Безусловно, понравится всем любителям этого вида спорта. Продолжим спортивную тему от Electronic Arts. Теперь это хоккей NHL 21. Серия отличных спортивных симуляторов, получившая множество наград на выставках. Сам процесс игры досконально симулирует этот вид спорта. Графика на высоте, разрешение 1080p и 60 fps, реальный ростер игроков на сезон 2021 года, множество режимов и чемпионатов, возможность игры вчетвером за одним экраном и мультиплеер по сети. Современные спортивные симуляторы уже достигли того уровня зрелищности, когда они выглядят как трансляция реального матча по телевизору. Эффектные ракурсы работы виртуального оператора, ликующие болельщики, радостные спортсмены, празднующие очередной гол – все это выглядит отлично. Здесь мы наглядно видим, как проектор Twinger H5 справляется с яркими сценами с большим количеством белого. А вот и лучшая аркадная гонка с открытым миром Forza Horizon 4. Фишка четвертой части в смене времен года, при этом карты и условия вождения тоже изменяются. Например, весной или осенью грунтовые трассы проходить сложнее из-за большого количества воды и грязи. Зимой вовсе гололед и сугробы, но при этом замерзают реки и озера, и по ним можно передвигаться на автомобиле, попадая на острова, где могут прятаться бонусы и секреты, недоступные в другие сезоны. Действие игры происходит в Англии. Нас встречают характерные сельские пейзажи и архитектура, множество соревнований и большой автопарк. Можно играть как одному, так и по сети с друзьями, участвуя в массовых заездах и развлечениях. Картинка на проекторе Twinger H5 плавная, детализированная, вся информация интерфейс читается хорошо. Смену дня и ночи проектор отрабатывает отлично, показывая как заезды при ярком солнце, так и насыщенные ночные сцены. Гоночные игры на большом экране выглядят особенно эффектно. Теперь посмотрим, как проектор Twinger H5 справляется с ретро-играми для старых консолей по HDMI. Сейчас просто покажу вам игры для Retro Genesis HD одним блоком, чтобы не занимать много времени. Начну с порта 8-битной игры, ставшей в нашей стране настоящим хитом. И далее много отличных игр из 90-х. Все они хорошо работают на этом проекторе. Для игры в старые игры рекомендуется установить режим 4:3.
Вот и настала очередь показа фильмов. Начнем с классики 90-х. «Терминатор 2» от Джеймса Кэмерона. Проектор хорошо передает как темные, так и светлые сцены из фильма. Все эффекты, взрывы, цветное освещение и прочие моменты выглядят отлично. Начнем со сцены из будущего. Далее мы плавно переносимся в погоню по каналу, и после стальной Арни поливает полицейский автотранспорт из шестиствольного пулемета. Пересмотреть классику всегда приятно, тем более на большом экране. И снова Кэмерон, на этот раз уже «Чужие». Формат картины 16:9. Картинка занимает все поле кадра без черных полос. Мы видим сцену высадки боевого катера с десантом, прибывшим с корабля Сулака в колонию поселенцев Надежды Хедли. Сцена довольно темная, льет проливной дождь, десант занимает позицию и проникает внутрь базы поселенцев. Все детали переданы хорошо, сцена сложенная и картинка при этом отличная. Большая диагональ проекции погружает зрителя в происходящее. А с внешним звуком ресивера и двухполосной акустической системой 5.1 происходит полное погружение в действие. Следующей картиной представлена первая часть перезапуска трилогии «Звездный путь». Это отличный научно-фантастический фильм с хорошим сюжетом, проработанным звуком и космической картинкой со множеством спецэффектов. Такие фильмы как будто специально созданы для просмотра на большом экране. Мне этот перезапуск пришелся по вкусу. Периодически пересматриваю все 3 фильма. Если вы еще не смотрели, то рекомендую ознакомиться. Все поклонники хороших фантастических фильмов будут в полном восторге. Переходим к мультфильмам. Здесь у проектора Twinger H5 все отлично. Мультики проектор показывает хорошо, цвета яркие, насыщенные, с сохранением всех деталей. Отлично выглядит как мультфильмы с классической рисованной анимацией, так и современные компьютерные мультфильмы, включая CGI и компьютерную графику. Детям точно понравится наблюдать за приключениями любимых мультгероев на большом экране. Можно всей семьей окунуться в детство и посмотреть любимые мультфильмы еще раз. Детям очень нравятся такие совместные просмотры. Подведем итоги. Проектор Twinger H5 – это выгодное соотношение цены, качества и компактных размеров. При стоимости в $120 – это порядка 9000 рублей. Он покажет диагональ в 100 дюймов. Классический белый цвет и продуманный дизайн позволяет вписать проектор в любой интерьер. На этом проекторе хорошо смотреть фильмы, сериалы, мультики, можно играть как в новые, так и в старые игры всей семьей на большом экране. Все эти качества делают проектор Twinger H5 хорошим вариантом для вашего первого проектора, или если вы хотите перейти с 720p на Full HD с минимальными затратами. У проектора Twinger L7 появился достойный конкурент в лице H5. Они оба компактны и выводят картинку в Full HD. При этом они меньше по размерной массе, чем большинство остальных 1080p проекторов на технологии 1LCD. Модель проектора новая и быстро набирает популярность. На момент записи этого обзора продано более 200 экземпляров. Ссылка на проверенный магазин, где заказывал проектор, находится прямо под видео. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте пожелания и вопросы в комментариях. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Далее вас ждут новые обзоры. Спасибо вам, что остаетесь на канале.